Здесь, в Костромской области, снег еще не везде сошел. Мы поймаем самую-самую весну. Сегодня 1 мая. Лес – это наш дом. И майские праздники мы будем встречать дома. Да, кто бы мог подумать. Ой, сколько снега. Вот и река Не. Да, похоже, самый разлив. Сюда мы шли около 5 километров от станции Антропово. Это мост старой узкоколейной железной дороги. На реке мы не одни. Вот это старый разрушенный мост через Нею. А вот это бетонный мост. Надо же, успели. Я думал, вода здесь упадет. Нет. Итак, мы пришли на речку Нея, Костромской области. От станции Антропово здесь всего не больше 5 километров. Попали, похоже, в самый пик, ну практически в пик половодья. Сейчас начнем сплав. С моим другом Андреем Сашиным мы идем на практически одинаковых каяках под названием Колчим. Надуваем лодки и сейчас поплывем. Прохладно сегодня, но не сильно. Сейчас где-то не больше 10 градусов. Ну и хоть нет солнца, все равно очень-очень здорово. Ну что, отчаливаем. Скорость течения-то какая отличная, прям вообще. Просто несемся. Вот чего хорошо в Костромской области, так это с елками. Здесь они очень мощные, классические такие, красивые. Вот встретили копателя из Антропова. А вы куда? А мы плывем до Неи. Куда? Станция Нея. До Неи? Это далеко. А, Нея, да? Да. Ну как, по реке 125 километров. А тут такое течение. Долго плыть? Ну, можно за 3 дня, если спешить. А если любоваться, так и за неделю. А сами-то не с Неи? А? Сами-то с Неи? Не, мы с Москвы. А, с Москвы. А это вот что здесь? Старые... Старые деревни. Тут деревень много очень. Когда-то в советское время много их тут было. Вот здесь на горе, вот здесь я копал как раз деревня. Там дальше деревня. Тут у нас, в принципе, одна деревня одной. Вот он там проплывать будете, потом Дор, следующая река. А, слева, да. Нет. Справа будете, справа у вас будет Каликина. Вот следующий, потом Дор, и там много деревьев. Вот это очень красиво.
Мне нравится, вот, когда еще листвы нету. У меня знакомые мои сбегали, с квадрокоптера снимает. И вот там видно, бежит человек, прям видно через деревья, как они бегут. А что, сегодня нашли что-нибудь? Да, почти ничего. 6 или 5 монеток. Ну их чистить надо. Одна только серебряная, советская. Так советские в основном. А покажете? Для меня вообще все это в новинку. Дико. Интересно. 39-й год. Ну это чистить надо, это. Так, это все чистить надо. А вы дома уже чистите, да? Ну да. Это отечественные, да, наши советские? Да, советские. Зелененькая. Это еще зависит. Если рано плохой, то Кувшине. Горшки. Скажите, вот вы здесь живете, как здесь вообще? не здесь. Ну, в смысле, здесь, в здешних краях. Да. Как тут вообще с работой, как тут с... Что в деревнях люди У делают? нас не такая уж деревня так. Ну, ну а как это Ну, называется? поселок. Ну, в поселках, что там? Так как, наверное, везде. Если работать хочешь и можешь, то работа всегда найдется. Было бы желание. А так, не знаю. Живем потихоньку. Там Екатерининский тракт был в Бушневе. Там церковь. Да так-то церквей много. Да, здесь очень много церквей. Почему так прям раньше сильно заселенный был? Да, конечно, все перебрались ближе к Москве. В города, кто больше в поселке. Ну, во-первых, я не знаю, может, из-за сельского хозяйства все разрушилось. И деревню разрушилось, что делать? Николай, местный житель из Антропова, рассказал нам, что работает в лесу, на лесозаготовке, частной компании. И в чем заключается у вас работа? Свалка леса, ну, валка леса и трелевка. А потом уже вывозят его сюда, ну, на базы в Антропово. А потом уже, не знаю, куда они дальше. В Москву, наверное. Ну, доски в Москву в основном. Кругляк, я не знаю, куда могут за границу. Я в этом не силен. А вырубают и зимой, и летом, или только все-таки? В основном больше зимой. Потому что дороги у нас всегда эта проблема была. Проехать очень сложно. Ну, сухое лето тоже. В том году дожди были, мало работали летом. В основном зимой. Заработок, по словам Николая, сдельный. Можно заработать и 100 тысяч в месяц. Это зависит от того, какой участок леса? Какой лес, как работаешь, техника как себя ведет. Трактор может постоянно ломаться. Ремонты как бы они малооплачиваемые. А техника ваша? Нет, конечно. То есть Наши только руки, все, и ноги с головой. Все, больше нашего ничего нет. Николаю нравится жить и работать на природе. Он вообще не представляет, как можно жить в городе. Жил бы в Москве, переехал бы сюда. Какую-нибудь мини-ферму бы открыл бы, если бы вот у меня были бы деньги. И зачем работать на дядю, если можно на себя? Вот у нас, например, вот у меня родители, они всю жизнь держат до сих пор еще. Свиньи, козы, курицы. Так что нам коронавирус не страшен, перетерпим. Без хлеба уж проживем, мясо главное было бы. Значит, вот этот КВС-20 легкий в обращении, да? 11 простой. дюймов, побольше катушку внизу. А сейчас такую катушку уже не купишь легкую? Да не, можно Ой, найти маленькую. Ну, мне да? с маленькой удобнее. Но особенно где замусоренные места, там, конечно, маленькая поудобнее, она пошустрее. А значит, чем он еще хорош, кроме того, что Во-первых, легкий? тут аккумулятор, не батарейки. Это Не где? надо заряжать. Вот у меня второй, там, если на целый день выйти, то батарейки уже не хватит. Поиск монет для Николая просто хобби, отдых в выходные дни. Он собирает коллекцию монет и никогда не продает. Ой, вот это вообще дешевый, это мой первый прибор. Ну, он мне так нравится, он маленький, компактный. Да, отлично. Все. Простившись с Николаем, мы продолжаем сплав. Вот тот высокий откос, тот бережок, с которого мы стояли, смотрели вдаль. Под вечер начинают петь черные дрозды.
Вот, показалась деревня Маркашова. Банька, еще дранкой крыта, крыша. Да, похоже, это не жилая деревня, а вот напротив, похоже, жилая. Ну, какие дома-то даже двухэтажные были. Это да. Ух, какие домики. Ой, за окошко видит. О, печечка-то какая. Дом на кирпичном фундаменте. Щели. Аж глиной местами замазаны. Интересно. Газ был. Только эти домики, похоже, жилые. Вечером мы встаем на стоянку у впадения реки Яги. Очень я люблю ночевать весной, когда еще нет комаров, просто под тентом. Так, ближе к природе. Вот такая стояночка у нас. Дрозды начинают свой вечерний концерт. За ясной холодной ночью наступило морозное утро. На траве иней, в котелке вода у нас подернулась льдом.
Видок. Ох, солнышко встает. Итак, в этот солнечный денек, собрав лодки, мы идем на приток реки Неи, на речку Яга. Посмотрим, что там, прогуляемся и потом сплавимся сюда обратно. Лагерь мы чуть-чуть так прибрали, чтобы особо с реки было не видно. И пойдем сейчас вот сюда в горку, ниже по течению нашей реки, а потом выйдем на приток. Вот наша Нея, вот Яга. Мы сейчас, наша цель Николы Калитина. Здесь я поставила нам контрольный пункт, церковь. Отсюда попробуем выйти на реку, ну где получится. И вот сплавимся обратно. Самое приятное в весеннем лесу, в весеннем походе сплавном — это прогулки по лесу. Особенно когда есть какая-то цель, куда можно дойти. Подсекли лесную дорожку, но на ней следы только лосины. Люди здесь активно не ходят. Выходим в деревню Бекрякова или Бекрекова. Нежилая, похоже. И в каждой деревушке пожарный пруд. Но не от пожара гибнут деревни. Вот здесь сидели местные жители на солнышке и смотрели на лес за рекой. Им было здесь хорошо и достаточно. Бронза, прошлый век. Железо, позапрошлый век. Ну, внутри уже что-то все поломано. Ой. Изба-старушка, челюстью порога, жует пахучий мякиш тишины. Да это как какая-то крепость древняя, как вот узкие бойницы. Вот строили-то. Капитально. Куриного помета. Ох-охо. Бочки. Подушка. Бочечка. Какой бочоночек-то? Смотри-ка. Вино было, может. Ручка, да? Да. Это чьи рога? Коровьи. Ух ты! Тяжелый, жирнов похоже. А вот смотри. Или может это точильный камень? Может, точильный камень. Не знаю. Вот, смотри, какая струбцина. Это для Плотник. Ну, зажимали какие-то детали. О. Древесина. чего? Мощно. Что-то клеили, что-то делали. Здесь вот на крыше дранка нету, а то мы в одной избе бересту видели, вот здесь только дранка. Или даже не дранка, а такие, ну, щепа такая. Вот такая кадушка сделана, ободок из каких-то
веток, древесины. Май. Да, там кадушки так кадушки. Тяжелая? Да. Это что? Животным, скотине делали какую-то еду. Это ступа прям. Да, в которой Баба Яга летала. Вот это да, там ручка. Вот это же вот в таких ступах. Бабы Яги-то и летают. Я вот первый раз ступу вижу. Прямо из цельного дерева береза. Ничего себе. Оглобля. Ха. С рисунком. Да. Какой год? 28 марта 62 года. Так, ответ на военную брошюру Кампмана. Кампмана. Вот о чем Открытый. думал народ в те годы. Процесс. Международные монополии пытаются подчинить себе сельское хозяйство страны. Вот так-то. А сейчас вот уже подчинили. Поэтому у нас этот хлеб уже и не существует. Не нашли пока дорожку, которая ведет с поля. Сейчас как-то ее подсечем в лесу. Да, тут кто-то ехал по дорожке, резины нанесил. Замечательные дорожки. На полях тут уже подсохли. Ох. Дрозды белобровики заливаются. Здесь на бугре среди леса было урочище. Деревня, наверное, была. Остались ямы, где, наверное, раньше фундаменты домов были. Все поросло. Дорожка промаскирована. Интересная какая утилизация мусора. На подходе к Николы Каликина на зарастающем поле мы заметили какое-то шевеление. Красиво.
Вот и церковь Никола Каликина. Ничего себе! Прям стена крепостная. Не, конечно, не крепостная стена, здание просто. Церковь. Сохранилась лестница. Дальше уже деревянное перекрытие сломано. Да, кирпичи и дерево. Что-то здесь не опасно. А это разрушился же. Маковка какая-то. Ой. О, богато. Здесь сохранился иконостас. И вернее, основа. Ого, просто космодром. Солнечный зайчик. А смотри, вот в куполе отверстия какие-то, они неспроста. А вот упавшая колонна. Ничего себе. Деревянная такая. Муравьи проснулись. Похоже, проснулся хозяин маленький. Нежилая деревня Астафьева. Ой, какие тут далекие виды на реку Егу открываются. Очередная деревня, бывшая Быково. Вот какие домины были. От языка поля Быкова, которое спускается к реке, мы и наметили сплав. Вот она, речка Яга. То где-то местами пошире, где-то местами поуже. Ну ничего, течение нормальное. Сейчас начнем сплав. Речка живописная. Она размыла, наверное, уже нашей Неи, как минимум.
салат из сныти у нас будет витаминный. Ну, яйца там, сыр. Черный дрозд поет, подпевает нам. И майонез оливковый. Все. Поет черный дрозд, а это снегирь. Эх, пошли по еде сплавляться. Куда нам плыть? Туда? Туда. Ладно тебе. Если плыть все время по течению, впадем в нашу Нею и к нам домой попадем. Речка поуже, чем Нея. Ну а вот и прелести узких речек. И Андрюха босиком будто не мой месяц. Таких препятствий. Легкие у нас лодки. Без вещей-то вообще. Что там, завал? О, я... Аккуратненько. Вот ты там наехала. Да, ты это, меня не брызгай, я с камерой. Ну, зря ты так. Да ладно, я подожду, давай проходи. Нормально. Хватает воды. Держите дистанцию для маневра. Сейчас сучки отпилим, чтобы спокойно низом пройти. Ох, пошли завалы. Ну, все, конечно, хорошо, но у нас нет фонарей и ремнабора. И до лагеря еще километров 10. Так, надо назад отгребать, пожалуй. Да. Предприятие, конечно, авантюрно. Ну ничего, там скоро справа будет приток еще, и воды будет побольше. Аба. Ступаешь, бревно тонет. Понятно. Ну вот и приток справа. Надеюсь, нам сейчас будет попроще. Посмотрим. Пошире как-то стало. Интересно, мы до темноты успеем до нашего лагеря? Что, пешком, конечно, придем. Но не хотелось бы. Ай. Не, ну там вторая еще. Не, я по берегу. Уже вылезла, быстрее будет. А так речка, конечно, ох, красивая. Берега все как на подбор. Можно вставать где хочешь. Река Яга.
Какие пошли обрывчики. А ты сейчас стоишь в воде? Нет. А, нормально. Это Андрюха ботинки уже переодел. Очень удобный сучок. Пошли обносы. Все тут завалено. Вот деревня Охотина. Здесь есть, пожалуй, жилые домики. Вот, есть и жилые домики. А вот тут даже лыжня осталась. Баньки стоят. Спас-жилеты — это спасение. Вот если 2 спас-жилета засунуть в гермомешок, тогда можно будет нормально сидеть и грести. А то нам еще часа 2 плыть, а солнце уже садится. Холодно. Какое-то засилье бобров на реке. Ну вот уже настоящий экстрим. Мы плывем практически в темноте, я уже не вижу, под луной. Шеверы пошли с завалами. Недалеко, конечно, осталось до нашей Неи, но уже луна. Только она нам и помогает. Фонарик не понадобился. О, вот оно впадение. Ну, слава богу. Дошли. Вот это да. Да, немножко было. Сейчас скажу, сколько время. Да, не рассчитали мы со временем. Казалось, напрямую, ты что тут? Ну, как петляла река. Сколько? Без 7 минут 9. 1, 2, 3, 4, 5. Чуть меньше 5 часов. Ничего себе. Все грязное, штаны мокрые, как чушка. Ура! Перелазов бесконечно. Там звездочка горит уже. Фу, и наша стояночка, похоже, не тронута. О, вон она, вон она, вон она. Ну что сказать, сплав прошел успешно, без спас-жилетов, без гидроштанов, как полагается, безалаберным туристам. Не думали, что он такой длинный выйдет и такой заковыристый слегка. Обносов было штук, наверное, 30. Я уже сбилась со счету. В общем, завалена речка, но бобров много. Так что
Всем рекомендуем сплавляться по реке Ега. Опять у нас замечательный солнечный день, утро. И целое ведро березового сока. Наша речка не в 2 раза шире Еги. Скорость течения хорошая. Хотя за ночь вода немножко упала. Но половодье еще в самом разгаре. Высокая вода. Берега временами такие крутые. Но и здесь, даже на нашей Нее широкой, встречаются вот такие завалы береза. И всю реку упала. Новый мост какой тут построили. А вот вполне жилая деревенька. Чубалина. Чубанова. Ёж мышкует. Вот это машина для здешних дорог. Серьезная техника. Есть здесь еще хозяйство. Поддерживать люди. Да, домина так домина. Жилых тоже есть.
Какие розовые кусты интересные. Такие. Кто лучше поет, дрозд или бревно? Весь бережок в охватках. Вот так вот деревня Макарина. Старая дорожка уже в ручей превратилась. Что там? Да, все. Бардак и мусор. Не пойдем. Ну, все как обычно. Разруха. Старина. 4 вот в этом направлении. Изба сколько, стенка? Старинное дерево, как эта деревня. Баба прям. Обрати внимание, какие стекла здесь. Они ровесницы этому дому. Оно такое неровное видно. Да. Кустарное производство. Руками лепили. Действующий мостик. А вот и падение реки Идол. Нам нужно тут найти место для стоянки, чтобы завтра идти сплавляться по этому притулку. Вполне ничего.